Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу об упражнении и покажу его. Какими упражнениями можно растянуть межреберные мышцы. Эти мышцы в основном ответственны за создание кифоза вот в этой части тела. Вот как у меня. Видите кифоз? Сейчас я вот так поправлю. Ну вот я усилю его еще вот так вот. Вот этот вот кифоз создается межреберными мышцами либо сбоку, либо спереди. И здесь вот выяснилось много разных нюансов. И я покажу разные упражнения для разных людей, потому что кому-то делать легче, кому-то тяжелее. Например, молодым людям делать легче, а пожилым тяжелее. Поэтому начнем с простых упражнений и потом покажу все более сложное. Итак, мышца легче растягивается, если она разогрета. Поэтому желательно для начала мышцы разогреть. Вот. Это не является обязательным фактором, но тем не менее. Поэтому мы начнем с упражнения, которое будет как разогревать мышцы, так и растягивать одновременно. Делается это очень просто. Вы просто поднимаете руки и начинаете делать вот такие вот прогибы именно в груди. Конечно, у вас будет идти прогиб больше в пояснице, потому что здесь не дает грудь. Но вы должны чувствовать именно натяжение вот в мышцах живота и вот здесь вот. И вот считаете, допустим, 100 раз. Ну, давайте я сделаю 100 раз. Буду поворачиваться вот так. Вот 10 сделал. Двадцать. 30. Вот выполняется это так. Как разновидность можно взять в руки палку. То есть вы берете палку и точно так же делаете с палкой. Вот я ее взял. Очень легко это все делать. Вот, руки ближе, натяжение сильнее. Если тяжело, руки дальше. Вот чем дальше руки, тем легче, тем ближе, тем сильнее нагрузка. Вот, если же вы руки складываете вот так вот, то чуть-чуть тяжелее. Ну, растяжка идет лучше. И вот надо сделать несколько сот вот таких вот прогибов. После того, как вы так сделали, вы чувствуете, что вот грудь, она как будто раскрылась. Как будто бы раскрылась. Вот. Более другой вариант, он чуть дольше, но он хорошо подойдет, если у вас еще надо разработать плечи. В общем-то, это то же самое, только вы делаете мах руками. Вот. У вас прогибы как бы занимают больше времени, но зато есть мах руками, который усиливает. Вот. И важный момент, не просто вот махать руками. Если вы просто машете руками, ничего здесь не растягивается. А именно вот добавлять движение вот этой грудной клетки. То есть вы даете вот прогиб. А руки усиливают этот прогиб. Очень хорошо, потому что это также снимет напряжение в трапеции. Это упражнение. И очень хорошо подготовит мышцы к дальнейшей растяжке. Вот, посмотрите спереди. Ничего сложного. Только делаем прогиб. Еще более простое
упражнение это просто подъем груди. То есть вы встаете и начинаете имитировать вдох. Хотя вдох вы не делаете. Почему? Потому что вы можете делать вдох, но не делайте глубокий вдох, иначе гипервентиляция возникнет. То есть не надо это делать так. Да, это усиливает. Вдох, без сомнения, усиливает растяжку, но тогда делайте не больше 10 раз, иначе у вас гипервентиляция возникнет. А чтобы сделать 100, 2, 3, достаточно просто сводить лопатки и поднимать грудь. Очень легко делать. Причем это можно делать в офисе, на работе. Вот вы просто стоите и поднимаете грудь. И сводите лопатку. Если это легко, тогда можно взять руки за спину. Но мне, например, тяжело. Мне тяжело. У меня недостаточно гибкости. Можно тогда использовать палку тоже. То есть, чтобы руки, видите, были не сведены, а стояли шире. И чем я уже их свожу, вот смотрите, видите, вот так легко. Вот так тяжело уже. Но растяжка усиливается. То есть вы начинаете сначала широко руки, но по мере того, как идет растяжка, вы усиливаете. Причем обязательным условием вы должны чувствовать, как натягиваются межреберные мышцы. То есть я чувствую где-то здесь натяжение. Но каждый человек будет по-разному чувствовать, потому что у всех немножко разные участки укорочены. И вы должны четко почувствовать, где у вас укорочено и как это все растянуть. Дальше ваша задача протянуть все эти мышцы под разными углами, потому что меняется угол, меняется пучок мышцы, и растяжка идет совсем по-другому. То есть очень хорошее упражнение, которое одновременно ставит позвонки на место. Это такие повороты. По-моему, их жгонка еще называют в славянской традиции, но это не так важно. По возможности вы поворачиваете голову, потому что это усиливает поворот. Если же у вас шейный остеохондроз и у вас кружится голова, тогда вы голову сохраняете на месте. И делаете вот так. Но вы тоже должны почувствовать натяжение здесь. Больше будет идти в зубчатых мышцах. Зубчатых, косых, межреберных. Опять же, я чувствую больше всего здесь. Почему? Потому что у меня больше всего здесь укорочено. И таким образом мы двигаем ребра в разных направлениях. Да? Сейчас вверх-вниз. Теперь скрутка пошла. Во-первых, у вас встают позвонки на место. Во-вторых, межреберные все мышцы начинают растягиваться. Тоже делать надо, никак не меньше 100 раз. А лучше это делать 300, 500, 1000 раз, тогда будет эффект. Если вы сделали 10 раз, эффекта не будет никакого. Это не вытянет мышцы. То есть, если вы используете такие легкие упражнения для вытяжения, тогда должно быть большое количество повторений. Тогда они дают эффект. И, конечно же, боковой наклон тоже. Вы берете, поднимаете плечо. И таким образом, видите, я эту часть можно с поднятой рукой растягиваю. И можно еще добавлять наклон. То есть я левой ногой встаю на носок. Видите, левой ногой. Сейчас специально покажу. Видите, как бы я поднимаюсь. И одновременно делаю так. Можно делать это тоже таким боковым махом. Это все будет вытягивать боковую поверхность. Это упражнение будет хорошо для тех, у кого есть сколиоз,
когда с одной стороны межреберные косые укорочены только с одной стороны. Тогда вы и делаете с одной стороны только. Если же у вас нет сколиоза, обязательно делайте симметрично. Иначе вы его себе создадите. То есть, когда у вас осанка ровная, обязательно тянется с двух сторон и антагонисты. Если же осанка неровная, тогда с одной стороны. Вот мы, можно сказать, подготовили сейчас мышцы к растяжке. И дальше можно показывать уже, как тянуть на валике, потому что у меня все готово. С другой стороны, если времени нет, уже само это уже растянуло мышцы, и мне гораздо легче сейчас стоять с ровной спиной, чтобы отсутствовал кифоз, да, чтобы не было проблемы в шее. То есть мне сейчас уже вот так стоять гораздо легче. То есть до этого я стоял вот так, теперь чуть-чуть растянулось, и все. Забыл еще одно упражнение, покажу тоже. То есть оно раскрывает грудь. То есть вы делаете вот так вот, сводите руки сзади. То есть вы пытаетесь хлопнуть. Причем можно делать на разном уровне. На разном уровне. Вот здесь будет тянуться больше грудные мышцы, а вот здесь, вот под 45 градусов, больше будет тянуться зубчатая. Это вот как раз нужно разным людям, у кого где больше укорочения, да. У меня, например, больше зубчатое укорочение, значит мне надо делать вот так. То есть я должен чувствовать натяжение в боку. У кого лопатку выдвинуло вперед и вверх, вот так немножко, грудная клетка, тем вот это классическое упражнение, да. Вот. А для зубчатой вы руки немножко вот так отпускаете. Вот, в принципе, эти упражнения самодостаточные, но лучше добавить теперь растяжку. И мы сейчас перейдем к тому, как это тянуть уже в статике. Итак, давайте я вам покажу, как дальше растягивать межреберные мышцы. Значит, вы ложитесь на валик. Я рекомендую начинать с небольшого валика. То есть они могут быть разной высоты. Ну, например, вот такой. Вот для меня вот этот великоват. То есть, если я на него лягу, я не смогу лечь. Поэтому я беру для начала небольшой валик. И просто ложусь. Но ставлю его где-то на уровень лопаток. Вот. Сначала руки за голову. И постепенно я опускаюсь. Можно делать вот такие покачивающие движения, пока вы не опуститесь. Если у вас шейный остеохондроз, следите за тем, чтобы голова не задиралась. Для этого можно под голову тоже подкладывать подушку. Особенно на первых порах желательно это делать. Чтобы голова была тоже вытянута вот так. Вот сейчас уже у меня растянулась, поэтому можно уже без подушки. А теперь я хочу усилить натяжение. Я беру локти вот так и поднимаю. Вот натяжение усилилось. Теперь я выпрямил руки. Натяжение усилилось еще сильнее. Ну, самое банальное, это вы вот так легли и лежите. Начинаете там с 3 минут и там потом увеличиваете. 5, 10, 15 минут. То есть, чем дольше вы лежите, тем сильнее идет вытяжение. Но теперь все это можно усилить. Каким образом? За счет дыхания. Я делаю вдох, полный вдох. И вот у меня появилось натяжение в ребрах. Я задержал дыхание, плавненько выдохнул, когда почувствовал, что дискомфорт. Ну, что хочется сменить дыхание. Там секунд на 10 задерживаешь вообще без дискомфорта, да? И вы просто вот лежите и направляете дыхание. Я сейчас попробую показать это в ребра. Ну, давайте я покажу это с помощью рук, да? Вот я вот сюда буду направлять вдох. То есть у меня вот сюда хорошо идет, а в бок плохо. Поэтому я направляю в бок.
как видите, начинается кашель. С чем это связано? Что бронхи начинают от слизи освобождаться, накопившейся, за счет того, что именно движение легких освобождает бронхи от слизи, которые собирают пыль. Поэтому, возможно, у вас начнется кашель. Это нормальное явление. Не надо пугаться. И продолжаем. Если я хочу усилить, я вдыхаю не только в ребра, но и в живот. Вот я вдохнул в ребра, а теперь надуваю еще и живот, не отпуская ребер. И вот натяжение двойное. Дышите по возможности медленно. Не надо дышать быстро, чтобы не создавать гипервентиляцию. Очень легко и приятно делать это упражнение. Вот уберу руки, чтобы вам было видно. Давайте вот так. Вот так натяжение сильнее. Сейчас я чуть-чуть ускорю дыхание, чтобы вам просто было видно. Значит, как вставать с этого положения? Вставать бывает больно. Сначала надо опустить руки, потом подтянуть ноги, потом поднять таз, задержаться здесь. Вот боль уже ушла. И начать поворачиваться на бок. Вот теперь сбоку вы встаете. Вот. После того, как я растянул, я могу добавить, увеличить размер подушки. Но я советую это делать постепенно, лучше за счет дыхания раздвигать ребра и двигаться постепенно, потому что иначе у вас возникнет, как у меня, сопротивление этому упражнению, потому что мне делать его тяжело, потому что укорочено. Самое нелюбимое упражнение, но оно самое нужное для меня. Поэтому лучше делать с маленькой подушкой, но постоянно, чем один раз сделать, потом все время избегать его. Вот. Точно так же вы можете растягивать эти мышцы, не ложась и без всякой подушки, за счет упражнения полного дыхания йоги. То есть вы вдыхаете в живот, в грудь и сюда в верхнюю часть. Задержали. Потом выдох. То же самое можно сделать, если вы оперлись руками назад и прогнулись в грудной клетке. То есть у вас будет, вот сейчас покажу, вот такой прогиб. Только я сяду к вам лицом. Вот. И вот у вас получилось такое же точное натяжение. То есть это можно делать там, сидя на диване возле телевизора. Да? И опять я начинаю вдыхать в ребра. И я должен почувствовать натяжение. Если натяжение есть, значит мышцы растягиваются. Также я рекомендую дыхание усиливать упражнения из йоги. Например, верблюд. Вот верблюд как раз будет расширять грудную клетку.
Но его действие можно значительно усилить, если использовать дыхание. То есть вы выполнили верблюда и теперь делаете вдох. В общем-то, принцип тот же самый. Ничего нового как бы здесь нет. Все то же самое, что вы делали на подушке или же вот так сидя. Просто вот так легче и на подушке легче, на валике, чем верблюд. То есть в верблюде не очень удобно стоять, долго не простоишь. А, например, на валике можно или вот так довольно долго сидеть и лежать. Вот. Если у вас кифоз, то вот простое вот такое сидение вот с прогибом, оно будет вам полезно. То есть обычно такие люди сидят вот так. Вот, вот это и приводит к кифозу, к сжатию этих межреберных. А если вы садитесь вот так, то это будет способствовать растяжению этих мышц. Ну вот все, что я хотел вам сказать.